Это видео для настоящих путешественников. Не для тех, кто гонится за рейтингами в Google Maps. Не для тех, кто ищет только модные отели или кафе с авокадо на завтрак. Это видео для тех, кто умеет слышать тишину. Кто любит приходить на пляж, когда на нем еще нет ни души. Кто замечает, как по утрам местные бережно поливают цветы перед своим домом. Ты точно слышал о Дананге. Наверняка был в Ничанге. Может, даже доехал до Фукока. Но то место, где мы сейчас, почти никто не называет в списке Must Visit. Сюда не летают чартеры, здесь нет шоппинг-моллов. Но если ты любишь страны, а не курорты, оставайся с нами. Первое, что ты замечаешь, это воздух. Он другой, пропитанный морем, рыбой, солью, жаром и каким-то древним спокойствием. Здесь море не только ради открыток. Это работа, это жизнь. Здесь нет дорогих курортов, но есть чистый пляж, на котором можно проснуться в 5 утра и увидеть, как солнце встает из-за воды. Без фильтров, без фальши. Просто ты и горизонт. Если отъехать чуть дальше, найдешь водопады, они спрятаны в зелени. Не самые известные, но оттого настоящие. Здесь нет толп, только прохлада, камни и шум воды, будто природа тебе шепчет: не торопись. А потом ты идешь на рынок, берешь то, чего даже не знаешь, как произносится, пробуешь, смотришь на людей и в какой-то момент понимаешь, ты приехал туда, где Вьетнам все еще настоящий. Ну, пора рассказать, где мы. Это город Куиньон. Мы приехали в Куиньон из Дананга на слипербасе. Дорога заняла около 7 часов. И если вы никогда не пробовали такой вариант передвижения, то мы очень рекомендуем хотя бы раз прокатиться. Есть несколько разновидностей таких автобусов, и нам достался вариант с 3 рядами и довольно узкими лежаками. Хотя большим ребятам будет тесно, мы все же с легкостью пережили этот путь, лежа под кондиционером. Дороги смогли поспать, почитать, поесть и позалипать в телефоне. Стоимость 7-часового трипа из Дананга $9 с человека. Город Куиньон удобно расположен между популярными курортными городами Ничанг и Дананг, и, как мне кажется, идеально подойдет для тех, кто прилетает в Ничанг, так как путь из Ничанга займет всего 4,5 часа. Автобус же оттуда обойдется в каких-то $6-7, хотя многие из вас с легкостью преодолеют это расстояние и на байке. Но что же делать в самом Куиньоне и чем он отличается от других курортов? Первое – ценами. Здесь, конечно же, есть дорогие отели с роскошными видами, инфинити-бассейнами и хорошим обслуживанием. Но помимо этого есть небольшие и уютные виллы и гестхаусы, где всего за $20-30 ты можешь жить с видом на море. К слову, мы в таком и остановились. Водитель встретил нас на автовокзале и отвез к нашему отелю в 10 километрах от центра города. Мы прошли через деревню и оказались на очень красивом и живописном пляже. Наш отель имеет прямой выход к морю и просторную террасу с кафе, откуда открывается великолепный вид. Мы приехали в Куиньон в мае, здесь сейчас самый сезон, он только начинается. Но самое удивительное, я пока не увидел ни одного иностранного туриста. Наверное, сейчас все ломанулись в Турцию или Египет, потому что в Сочи еще недостаточно прогрелось море. Поэтому давайте сравним цены на жилье здесь, на первой линии, в Куиньоне, и, например, в Турции, на первой линии. В очередной раз погреться на пляже где-нибудь в Турции, конечно, можно, но путевки летом стартуют от 110-120 тысяч рублей за одного человека на 6 ночей. Там, конечно, все включено и перелет гораздо быстрее, но я уже говорил, что это видео для тех, кто готов открывать новые страны. Билет до Ничанга и обратно в июне стоит около 90-100 тысяч рублей, а полет занимает 10 часов, но зато посмотрите на эти цены на отели. В Куиньоне можно заселиться в отель в высокоэтажном здании за $20 в сутки или найти гестхаус прямо у моря всего за 800 рублей. И если вы предпочитаете не просто тюленей отдых и пресные отельные экскурсии, то Вьетнам и именно этот город точно для вас. Да, перелет во Вьетнам будет стоить немаленьких денег, но зато вы получите совершенно другую, новую, возможно, для вас страну, интересную культуру, большое разнообразие фруктов и морепродуктов.
А также в сравнении с той же, например, Турцией или Сочи, здесь очень бюджетная еда. В ближайшие 4 дня мы будем исследовать локацию и, естественно, будем показывать все наши расходы. Надеюсь, наш байк сможет нас хоть куда-то довести, потому что, выглядит он не очень. Удобно, что хотя бы до пляжа нам не надо ехать, и купаться можно прямо напротив отеля. На этот пляж часто приезжают туристы, иностранные и местные жители, потому что здесь пологий вход в воду, практически нет волн, и можно сделать красивые кадры с лазурной водой и фактурными камнями. Правда, по вечерам здесь бывает шумно, так как вьетнамцы любят посидеть у моря и спеть караоке. Впрочем, это справедливо для всей страны. Вьетнам! Вьетнам! Рим. Он говорит, будешь Вьетнам. ром? Отель. Вьетнам! Вот что выгодно выделяет пляж Байсеп от центральных пляжей Ничанга или Дананга, так это то, что по утрам здесь абсолютное спокойствие. Ни танцев, ни музыки. Только ты, шум моря и редкие рыбаки, уплывающие на своих круглых лодочках. Чтобы показать город, мы арендовали скутер прямо в нашем отеле. И то, что нам привезли, выглядело так, что далеко мы не уедем. Выбора у нас нет. Будем надеяться, что мы доберемся на этом байке до тех мест, которые хотим посетить. Но сначала хочется кратко рассказать о самом городе. Считается, что Куиньону чуть больше 100 лет, хотя здесь же обитали жители древнего княжества Чампа еще в VI веке. Их храмы разбросаны по всему Вьетнаму и в Куиньоне сохранились прямо в центральной части. Но есть ощущение, что вьетнамцы не любят вспоминать историю противостояния тямов и вьетов. Правительство считает этот город одним из 3 главных туристических центров юго-центрального побережья Вьетнама и вкладывает много ресурсов в его развитие. Так что я думаю, в ближайшем будущем город составит конкуренцию тому же Ничангу. Здесь тоже есть аэропорт, куда можно долететь из Ханоя, Хошимина или Дананга. Такие билеты, кстати, будут стоить меньше $100. Сам же город имеет разнообразный ландшафт: горы, леса, холмы, поля, солончаки, равнины, лагуны, озера, реки, полуострова и даже острова. Длина береговой линии 42 километра, а вдоль центральной части обустроена удобная набережная для пробежек и прогулок. Под эту песню довольного вьетнамца я перейду к самому главному, почему вам стоит задуматься о поездке в Куньон. В этом городе большое количество пляжей, и первый из них оказался недалеко от нашего отеля. Чтобы попасть к нему, мы проехали довольно необычный и даже странный район. Первый пляж, на который мы попали, оказался в какой-то непонятной резервации. Это похоже на какой-то санаторий. Света прочитала, что здесь, скорее всего, лечится то ли от проказы, то ли еще от каких-то болезней. Поэтому я не знаю, насколько прикольно здесь купаться и находиться. Здесь нет никаких развлечений. Но красивый пляж, есть скалы и вообще никого людей. Прокаженных мы здесь не заметили. Атмосфера, как будто ты попал в какой-то старый советский санаторий где-то в Ленинградской области. Как будто вот эти хвойные деревья напоминают Финский залив, только теплый, спокойный и, я бы даже сказал, очень солнечный и жаркий.
Следующий пляж, куда мы поедем, называется Нён-Хай. И по виду и атмосфере напоминает скромные европейские бухты с кукольными белыми домиками, узкими лабиринтами улиц, с одеждой, которая сушится прямо над головами, и маленькими лавками с харизматичными продавцами. Это не та картина, которую ожидаешь увидеть во Вьетнаме. Наша ассоциация с этим пляжем в первую очередь прикликается с какой-то Грецией. Была в Греции очень давно и не совсем в таком городке, не на таком острове, но что-то такое есть. Какие-то маленькие, небольшие здания, каждый какой-то в своем цвете. Тут и желтые встречаются, и голубенькие, и розовые здания. Все такое маленькое, компактное, уютное. Достаточно компактный тоже маленький пляж, буквально 2-3 ресторанами. Здесь не стоит ожидать какого-то сервиса или красивых интерьеров. Все так по-домашнему, знаете, без какого-то пафоса. Но также видно, что пляж, конечно, полностью отдан рыбакам. Здесь очень много рыбацких лодок, как круглых, так и прям шкун, которые выходят в море. Виды завораживающие. Вокруг острова, большие красивые камни. Красивая локация для того, чтобы посниматься, понаслаждаться катанием на сапах, снорклингом. В целом, я думаю, что этот пляж подойдет буквально для того, чтобы провести здесь 2-3 часа. Сейчас 17:30, в это время уже вовсю закатное время, и во Вьетнаме такой прикол, скажем так, что закат он по ту сторону, соответственно, он заходит за гору, не в воду падает солнце, вот, поэтому чуть-чуть раньше наступает закат, и мы задержались у Будды, так он нас пленил своей красотой, что мы не успели на пляж, но зато у нас есть дрон, Денис летает, видно, что там безумные виды, потрясающие. Господи, все время какая-то опасность. Это, наверное, один из самых интересных пляжей, хотя достаточно труднодоступный. До него нужно доехать на такси или на байке, припарковаться. Потом есть специальные машины, которые такие как багги. Да, электрокары, которые спускают туристов, как на маленьких автобусах, вниз. Платный сюда тоже въезд. Все, напишем, наверное, вот здесь всю информацию. Этот пляж точно входит во все топы пляжа Вьетнама. Действительно потрясающий и красивый. Мы, к сожалению, не успели, но вы наверняка успеете, будете располагать временем, чтобы сюда приехать, выделить для этого специальный день. А мы засмотрелись на виды еще. Посмотрите, какие здесь потрясающие ветряки. И пропустили свою возможность посетить этот пляж. Этот маленький город раскрывается будто бы постепенно. На самом деле, через пару часов у нас должен был быть автобус обратно в Дананг, где мы сейчас живем, но мы решили остаться еще на один день, потому что этим местом начинаешь проникаться. Поэтому, если вы сюда приехали, дайте этому городу несколько дней, и, возможно, произойдет так же, как с нами. Вы успокоитесь, примете его, он примет вас. Как-то замедление происходит такое приятное, что чем-то он начинает уже таким цеплять и проникает в тебя, что ты уже даже не хочешь отсюда уезжать. Такое ловишь умиротворение, да, и спокойствие. Что мне здесь нравится, так это то, что несмотря на то, что здесь практически нет туристов, белых мы встречаем очень-очень редко. Местным на нас вообще абсолютно плевать. Здесь нет такого, что они смотрят на нас как на ходячие кошельки и только и думают о том, что как заработать. Мы вообще ни разу не столкнулись ни с чем, ни с какой услугой, которую бы они предлагали. Просто они занимаются своим делом, кто-то рыбачит, кто-то поет караоке, кто-то кушает где-то на пляже. Все живут своей жизнью. Вот эта конструкция, с помощью которой они ловят кальмара.
То есть это плот такой самодельный, он сделан из пенопласта. Видите, 4 пенопластовых куба. И самое основное это большие светодиоды. Сюда крепится аккумулятор, они просто отправляют эту конструкцию в море, ночью зажигаются фонари, и на этот свет идет кальмар, и потом они уже ловят. Вот такая нехитрая конструкция, и когда вечером смотришь на горизонт, таких огоньков, ну, сотни, может быть, там, тысячи. И благодаря этой конструкции у вас на ужине вкусные кальмарчики. Сейчас будет... Ты как-то уже падала с гамака, может быть, у меня тоже получится. Вот так. Половил кальмара ночью, потом... Блин, это удобно. Слушай, я вот тут позалипал. Какие Мальдивы вообще, о чем речь? Вот, рыбацкий гамак в Куиньоне. Это последний пляж из тех, которые мы успели посетить, но далеко не последний из всех пляжей Куиньона. Мы обнаружили его, когда просто проезжали вдоль моря и не могли не заехать и не поделиться им с вами. Отъехав от моря, тоже можно найти красивые, атмосферные и очень сильные места. Например, неподалеку от отеля мы нашли малоизвестный и немного труднодоступный водопад. Дорога до туда пролегала через деревню с кладбищем на окраине, рисовые поля и фермы. Путь до водопада – настоящий челлендж и проверка для нашего невнушающего доверия скутера. Кстати, привычные нам Google карты во Вьетнаме работают криво. Многих дорог нет на карте, и мы рекомендуем переключать карту именно в режим спутника. Но чтобы вам было удобнее, оставим рекомендации и точные координаты у нас в телеграм-канале. Там вообще много пользы о Вьетнаме, и я рекомендую вам подписаться. Помните, как на юге, когда к бабушке ездишь или еще куда-то, когда есть прям сады с разными фруктами. Вот мы проезжали и просто видим, как помелы растут. Смотрите, они их защищают, такие мешочки от, видимо, разных птичек, которые покушают на помелы. Будто бы... Что начинается? Масштабы такие, будто бы это, знаешь, тут, не знаю, Долина. 100 метров хотя бы. Кажется, такой путь далеко не каждый сможет преодолеть, и на водопаде вообще никогда нет людей. Но мы все же встретили пару ребят из России, которых сюда привел местный гид. Но когда мы приехали, ребята уже уходили, и мы насладились этим водопадом в абсолютном одиночестве. Здравствуйте. Неожиданно вас тут встретить. Я говорю, можно наверх, но только поезд придет. Наверх вот туда? Не, ну вот туда, вот к этому. Вы можете здесь проплыть, по камням пробраться и попадете прям к верхнему ярусу. Прикольно. Но только вплавь. Пройти, наверное, А верхний это вот этот вот? Нет, еще Или выше еще там, да. Вот, который там плохо видно. Этот водопад можно смело назвать таким уютным, домашним, очень безопасным и тихим. Нашли этот водопад мы на Google картах, всего лишь в 16 минутах от нашего отеля. И Google карты показывают неправильную дорогу к этому водопаду. Точнее, они показывают дорогу, она кончается, и потом абсолютно неизвестно, как идти дальше.
В эти моменты у вас есть еще шанс. Вот, допустим, вы оказались в ситуации, вы хотите найти локацию, но Google карта вас привела в совершенно непонятное место. Тогда есть такой лайфхак, вы переключаетесь на режим не дорога, а спутник. И тогда вы можете видеть какие-то тропы. Их достаточно хорошо видно, хотя по карте эти дороги вообще никак не отмечены. Самостоятельно, смотря на вот эти тропы, я сообразила, как через деревню можно подобраться максимально близко к водопаду, а потом пешочком дойти. Собственно, так мы и сделали, просто двигались по тропинкам, которые совершенно не показываются Google картой как дорога. Добравшись до максимально близкой точки, буквально в минуте пешком от водопада, мы дошли сюда пешком. Название водопада мы оставим в описании к этому видео внизу, а в отзывах к этому водопаду я оставлю свой комментарий, в котором подробно распишу, где мы оставили байк, укажу широту и долготу, чтобы вы могли приехать и спокойно до него добраться. И давайте залайкаем этот мой комментарий. Может быть, от Гугла мне придет какая-нибудь плюшка. Помимо водопада и пляжей, в Куиньоне есть исторические достопримечательности. Вот этим постройкам, которые находятся прямо в черте города, уже больше 1000 лет. Такие башни остались от государства Тямпа, которое существовало на этой территории задолго до Вьетнама. Могущественное княжество было здесь в период со 2-3 века и аж до середины 19 века. Они занимались в основном морской торговлей и пиратством, одновременно с обороной и защитой от набегов со стороны вьетов. Их культура – это интересное смешение китайской и индуистской истории, а позже и буддизма. В истории тямы отметились одной грандиозной победой над господствующими в то время монголами. В 1284 году монгольский военачальник Хутухту был разгромлен, и он же был вынужден заключить с правителем этих земель почетный мир и покинуть страну. Тогда победить монголов удавалось немногим. В общем, прилетая во Вьетнам, загляните на одну из таких башен, например, в центре Куиньона. А нас со Светой больше привлекла отдаленная постройка прямо посреди жилого сектора, которая долгое время была вообще полностью заброшена. Очень прикольно видеть это здание просто посреди какого-то жилого сектора. То есть, представляете, ты живешь, вот, например, вот в этом доме, вот, который позади меня, и у тебя в окно, древняя Чамская башня. Очень круто. Она долгое время была заброшена, и говорят, что вообще была никому не нужная, ее не восстанавливали. Но она сама по себе хорошо сохранилась, а сейчас мы видим, что здесь уже есть какие-то работники, они ее восстанавливают. И даже есть QR-коды для того, чтобы скачать аудиогайд и немножко узнать о истории чамов. Кстати, об истории чамов мы тоже рассказывали в предыдущих выпусках. Здесь Чамская башня всего одна, так что на осмотр этой достопримечательности уйдет буквально 10-15 минут. Внутри пахнет какашками, а снаружи она выглядит, конечно же, впечатляюще. Все, ладно, поедем дальше. В Куньон можно смело ехать с детьми, так как здесь много безопасных пляжей и парков, и даже есть интерактивное пространство. Это довольно современный научный центр, где собраны различные экспонаты на тему космоса, энергетики и электричества. Здесь можно погулять, рассматривая различные инсталляции, а детям будет интересно попробовать себя в скалолазании или в игре на музыкальных инструментах. Готовы к моему сольному концерту? Овации публики! У тебя лучше получается. Все-таки ты тренировался на той штучке? Я только вот так могу. Браво, браво, маэстро. Да. Вход стоит $4,5, и лучше приходить к открытию. Только обязательно учитывайте выходные дни и время работы центра. Оно здесь специфическое. Да ты что? Куда летим-то хоть?
Столько усилий ради вот этого. Мы приехали в 8:30 утра, людей практически никого нет, так что я думаю, что по будням, утром это отличное место для того, чтобы приехать сюда с детьми и ушатать их. Куиньон пока не может составить конкуренцию развитым туристическим городам в плане обилия кафе и ресторанов на вечер, поэтому мы все чаще ужинаем прямо у нас в отеле. Но зато с кофейнями и местами для перекусов в городе полный порядок. Есть приятные заведения с вкусным кофе, где капучино стоит меньше $2. Есть местные кафешки с вьетнамской кухней, супами, лапшой и нашим любимым бонне. Это такая сковородка причудливой формы с яйцами и говядиной. Очень вкусно. Правда, с местными едальнями иногда может возникнуть языковой барьер при заказе, и порой ты получаешь не совсем то, что хотел. Коммуникация с местными жителями. Я тебя по дороге ударю. Нельзя соглашаться, я сказал окей. Главное, читаешь потом и такой, окей, да. В общем, здесь даже в обычных кофейнях есть интересные развлечения. Вот, например, надеть такой японский костюм. Правда, здесь не хватает пояса. То, что выяснилось, что это в аренду надо брать. И, видимо, тогда вам выносят пояс и помогают вам в это все облачиться. Но приятно же, красиво. Почему бы и нет? А если вы захотите отведать свежих морепродуктов, то можете смело идти на рынок и выбирать тех существ, которые вам больше всего понравятся. Тазики с различными морепродуктами есть и прямо в деревне, где находится наш отель. Поэтому мы решили прогуляться и заодно посмотреть, как же живут местные. Столько тазиков, любые морепродукты. Везде проведены какие-то артерии, которые подают сюда воду, чистят эту воду, заменяют эту воду. Но это круто. Вон, смотри, огромные крабы. Или кто это? Джамбо, да? Или кто? А вот это наши водоросли. Даже вот этим водорослям, короче, мы здесь, да, попробовали водоросли. Это называется, точнее, не водоросли, это морской виноград. Его кладут в салаты. Очень удивительно. Ты ешь, это как икра, виноград, морской, вот что-то такое. И даже для этого подается свежая вода и какие-то пузырики, видимо, не знаю, насыщают кислородом, да? Класс. Вот этим рыбкам, кажется, не хватает кислорода, они уже выглядят не очень. Засосался один краб. Краб подушница косит. Заметили? Только к 3-му дню нашей поездки в Куиньон мы поняли, насколько сильно нам не хватает природы. Последние 3 месяца мы провели в больших городах, снимали выпуски о Ничанге, Дананге и других популярных курортах. И вот, оказавшись в деревне, почувствовали облегчение. Открывать для зрителей непопулярные направления очень сложно. Большинство из вас даже не слышали о Куиньоне до этого выпуска. Поэтому нам очень нужна твоя поддержка. Поставь лайк этому ролику и напиши в комментариях о том, когда в последний раз выбирался на природу. Нам будет интересно почитать. Секундное действие поможет видео продвинуться на ютубе, потому что мне хочется напомнить людям о том, что отдых — это не обязательно пакетный отель и all-inclusive.
Те, кто давно смотрит наши выпуски, знают, что самые красивые места мы оставляем напоследок. Но прежде чем мы забрались на потрясающую смотровую площадку, я совершил одну ошибку, и эта история вообще могла очень плохо закончиться. На окраине города есть высокая гора, откуда виден весь Куиньон. С вершины мы собирались снять закат и вид на центральный пляж, но не учли один важный нюанс. Мы поднялись на самый верх горы, на смотровую площадку. Подъем занял, наверное, минут 10, мы, может быть, минут 7 поднимались. И пока ехали, не встретили ни одного байка, что-то все идут, поднимаются наверх пешком. Мы думаем, окей, молодцы спортсмены. И все так на нас немножко смотрели, косились, вроде никто ничего не говорил. И только один парень вот так показал, типа, вы вообще в своем уме? И тут мы призадумались, а все ли мы делаем правильно? К сожалению, мы призадумались не тогда, а призадумались тогда, когда мы уже поднялись. Когда мы поднялись наверх, я почему-то подумал о технических характеристиках нашего байка. Я, если честно, не очень в этом разбираюсь, но, по-моему, я где-то слышал, что на автоматических вот этих вариаторных скутерах в горы ездить нельзя. А именно из-за того, что не только потому, что они вверх как-то едут неуверенно, а еще и потому, что ты вниз скатываешься, и там что-то перегревается, и это может плохо закончиться. Так вот, нам сейчас надо ехать обратно вниз, и, если честно, я не знаю, получится у нас это или нет. Так, немножко тревожно. Как бы у нас там не сорвало тормоза, ничего не перегрелось, и мы нормально спустились. Светелка, как думаешь, все будет нормально? Нет, я уже представляю в голове, как мы будем сшивать на этой горе. А я верю в то, что у нас все получится, и все будет хорошо. Вот сейчас будет смешно, если воткнешься, бля. Давай быстрее. Вообще у нас офигенный байк, если честно. Внешний вид его оставляет желать лучшего. И когда мы первый раз его увидели, мне показалось, что это какая-то развалюха. Но я решил проехаться на нем. И сразу же, вот когда только поехал, я сразу понял, что вроде тянет, вроде едет. Ну, подумал, ладно, что мы здесь по городу покатаемся, уж какой есть. А потом мы там проехали сначала на водопад, там по тяжелой дороге, и он отлично справился. Потом поднял нас в эту гору, и думаю, нифига себе, с виду такой вот страшненький, а сила в нем нормально. И если он нас еще спустит вниз, то это будет один из лучших байков вообще, который мы арендовали. Вот он, серебряный наш конь. Янус. Янус, пожалуйста, спусти нас. Я супер переживаю за Дениса. Здесь очень сильный спуск. Очень. Аккуратненько. Very careful. Вот место, где все оставляли. Уже 100 потов сошло. Ура! Это был самый тревожный спуск в моей жизни. Мне приходилось спускаться на тормозах, чтобы они не перегревались, и останавливаться каждые 2 минуты. В итоге мы спускались в 5 раз дольше, чем поднимались. Хотя вид того стоит. Но вам я не рекомендую так рисковать. Лучше уж подниматься пешком. Еще одно место для любителей красивых видов – это огромная статуя Будды на высоте 130 метров. Чтобы попасть наверх, нужно подняться по 650 ступенькам или заплатить $2,5 за подъем на мотоцикле. Света решила все-таки покорить эти ступеньки. Светлана, расскажите, как вы так питаетесь и остаетесь в форме? Потому что у вас 100 500 ступенек. Подъем к Будде, чтобы фоточку сделать. Уже позже мы узнали, что это самая большая статуя сидячего Будды в Юго-Восточной Азии, высотой 69 метров. Знаете, с храмами такая ситуация, что в некоторые храмы ты приходишь и не чувствуешь ничего, не хочется в нем задерживаться, то есть он просто такой вот
ну, скажем, галочку ставишь. А вот этот храм, когда сюда попадаешь, здесь все-таки как будто что-то есть, и в нем хочется задержаться, здесь все так неспешно. Главное, что прохладно, здесь приятно находиться, хотя здесь нет никаких кондиционеров. Не знаю, когда приятная энергетика. Наверное, это еще такая магия, что ты сюда долго поднимаешься, и когда поднимаешься, такой уже довольный собой, этим восхождением, и хочется здесь остановиться и замедлиться. Ну и эту точку, конечно, мимо не проедешь, не пропустишь, потому что Будду видно, собственно, отовсюду. Наверное, первое, что мы заметили в городе. Такие, вау, что это за огромный Будда на горе. Ладно, давай покажем вид. Давай. Путешествуя по Шри-Ланке или Вьетнаму, я задумывался, почему Будду часто располагают на высоте. И здесь в Куйнёне нам дали ответ. Смысл этих 600 шагов по ступенькам в том, что на пути совершенствования необходимо проходить через постоянные искушения и испытания воли к жизни. Если человек их преодолеет, он встретит Будду. Так же, как мы поднимаемся по лестнице, чтобы встретиться с Буддой. Вот такое описание я нашел об этом храме. Ну а мы уже вернулись в Дананг, откуда нас уже совсем скоро ждет самолет прямиком до Сеула. И мы летим в Южную Корею, откуда привезем много материала и сделаем реально крутые выпуски. В описании под этим видео мы оставим контакт, как с нами можно связаться, повзаимодействовать, поколлаборировать. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, напишите какой-нибудь комментарий, ставьте лайки. Мы очень хотим добиться цели в 50 тысяч подписчиков, и только вы можете нам в этом помочь. И самое главное, Будьте смелее. путешествуйте! Пока!